Всем привет! Я Ольга Зен, и я рада, что вы смотрите мой канал. После того, как я сняла свои первые два грандиозных видео, кстати, кто не смотрел, бегом смотреть. Чем после этих совсем несложных DIY-шек, я решила, что сегодня мы с вами пошьем подушечку для булавочек. Ладно, не настолько, конечно. Вот он наш герой. Жирафик, игрушка-жирафик. Мне кажется, это может быть прекрасный подарок для любого ребенка или элемент интерьера. Все, пойдемте шить. На этот раз, обещаю, будет все очень просто. Итак, вам понадобятся такие детали выкройки: туловище, голова, ухо, лапка, нос и рог. Вам нужно вырезать две детали туловища. В качестве основной ткани я использую желтый вельвет, а для пятнышек я использую коричневую хлопковую ткань. Дальше нам понадобятся две детали головы, 4 детали лапок, 2 детали носа, 4 детали для ушек. Для внутренней стороны я использую хлопковую ткань. И 4 детали для рожек. И полоска размером 35 см на 5 см. Приступим. Используя копирку, переносим на ткань 6 пятнышек. Приклеиваем эту ткань к клеевой паутинке. Вырезаем наши пятнышки. Дальше приклеиваем их утюгом к деталям туловища. Я использую нитку для вышивания. Итак, устанавливаем строчку зигзаг и пришиваем все наши пятнышки. Дальше нам нужно сшить лицевыми сторонами внутрь рожки, ушки и лапы. Не забудьте оставить отверстия для выворачивания. Прошиваем. После этого займемся головой, как бы это ни звучало. Используя копирку, переносим на тыльную сторону носа вот такой прямоугольник. Это линия, по которой нам нужно будет проложить замыкающую строчку. Эту часть носа фиксируем булавками к лицевой стороне головы. Вот так. Прокладываем замыкающую строчку. После этого аккуратно вырезаем центр, отступая от строчки 5 мм. И в углах делаем надрезы. Для того, чтобы сшить рожки, нам нужна соответствующая по цвету нить. Поэтому устанавливаем и вверху, и внизу нить коричневого цвета. Осталось прошить. Сразу скажу, это нелегко, но потихонечку, помаленечку, и все получится. Переходим к туловищу. Соединяем лицевыми сторонами внутрь готовые части туловища. Скалываем булавками и прошиваем. После делаем надрезы в углублениях. Для уплотнения детали носа я вырезаю еще один слой из любой плотной ткани. После этого отмечаю метки, где будут находиться ноздри нашего жирафика. В нашем случае это пуговицы. В общем, пришиваем пуговицы.
соединяем эти две полученные части лицевыми сторонами внутрь вот таким образом. Фиксируем булавками. Прокладываем строчку по всей окружности. Вывернув, можно пришить глазки. Для этого я использую маленькие коричневые пуговицы. Пришиваю их светлой нитью для того, чтобы создать эффект зрачков. Продолжаем. Выворачиваем наши ранее прошитые детали. Для этого я использую обычный карандаш. Прежде чем вывернуть рожки, не забудьте сделать надрезы в углублениях. Теперь можно выворачивать. Наполняем рожки холофайбером или же синтепоном. Отутюживаем ушки. Теперь собираем все части головы. И да, не наполняйте рожки полностью, а оставьте 1 см от края пустым для строчки. Итак, фиксируем булавками детали вот таким образом. После закрепляем детали строчкой и избавляемся от булавок. А вот теперь можно соединить лицевыми сторонами внутрь обе готовые части головы. Аккуратно прикалываем булавками. Прокладываем строчку по краю. Для этого рекомендую использовать лапку для молнии. Выворачиваем. Вот, уже что-то прорисовывается. О, и кофе принесли. Все, я на перерыв. Так, нечего расслабляться, поехали дальше. Выворачиваем туловище и лапы. Наполняем их наполнителем. Эх, хорошо, что современные технологии позволяют ускорить этот процесс. Голову наполняем плотно до самого края. В общем, готово. Чтобы аккуратно сшить наши отверстия, я использую скрытый шов. Готово. Теперь наши готовые лапки пришиваем к туловищу. Я пришиваю их на пуговицы. Туловище наполняем так, чтобы часть шеи была пуста от края приблизительно на 1,5 см. Итак, подворачиваем край и, аккуратно вкручивая, вставляем голову. Фиксируем булавками. Прошиваем скрытым швом по всей окружности. Наш жирафик готов. Осталось сшить ему шарфик. Проутюживаем нашу полоску. И прошиваем. Чтобы шарфик не слетал, аккуратно фиксируем его вот таким образом.
Ура! Наш жирафик готов. Ну, как вы уже поняли, пошить такого жирафика – это просто и бюджетно. А главное, процесс – это сплошное удовольствие. Рекомендую. На этом все. Стоп! Подписались, подписываемся. А теперь все. Всем пока! До скорой встречи! Ну что, брат, поехали? Полет готов.